Друзья, вчера был музейный день, и я ездил на открытие выставки «Ню» в Зверевский центр. Было очень необычно, потому что художники рисовали медленно движущуюся модель. Я не все смогу вам показать, то, что я увидел из работ, потому что народу много. Где я протиснулся, там получилось. Но поскольку работы нужно смотреть живьем, приезжайте на выставку. До 13 апреля она работает. Зверевский центр современного искусства, недалеко от Бауманской. Работы покажу в конце ролика. Еще я был вчера на Арт Раша, это гостиный двор в центре Москвы. Выставка закончится завтра, в воскресенье, последний день, так что вы успеете ее еще посетить. Мои там две работы, они не в основной экспозиции, но их можно увидеть. Стенд А14. User KZ. Подскажите, будет ли урок по написанию цветов в пейзаже? В 54-м уроке очень нравятся первые две работы. Хотелось бы написать одну из них по вашему уроку. Понятно, пишите. Спасибо за хорошее настроение от ваших роликов. Спасибо вам. Я обязательно сделаю цветы в пейзаже урок. Не только теоретический, но и практический. Так что буду над этим работать. Спасибо вам за напоминание и предложение. Эйсид Флориане, смотря ваши ролики, обратил внимание, что вы даже в рамках обучения позволяете ученикам писать очень смело и не академично. Почему так? И так ли это вообще? Или же просто формат пленэра обязывает? Также вы в одном из роликов говорили, что техника исполнения не так важна, как умение видеть. Ну, немножко не так. Просто я на семинарах ставлю задачей, главной задачей, уметь различать и уметь видеть особенным образом. Ну, в уроках моих онлайн об этом говорится, ну и на живых классах, каким образом, как это все раскрыть. Техника не важна. Но, в принципе, да, не так важна. То есть вы остаетесь со своей техникой, к которой вы привыкли. И за счет раскрытия полного диапазона видения и развлечения тональных связей вы применяете эту технику и движетесь дальше. У вас просто образуется под вами жесткий фундамент, на котором вы строите своей красоты и дизайна здания в вашей технике. Дальше. Лично мне нравится такой стиль исполнения, свободный, легкий, но при этом соблюдаются основные правила живописи по типу композиции, тональных отношений и так далее. Ну, конечно, и мне нравится. По типу композиции это сложное дело, потому что никто не может сказать, что такое композиция, потому что все гениальные произведения – это выход за рамки вот этих вот шаблонов композиционных, которые в книжках описаны. По крайней мере, так мне видится. Основное, мне кажется, правило в композиции важное – все-таки выделять главное и подчинять ему второстепенное. Можно вообще отказаться от второстепенного в виде каких-то там, я не знаю, деталей. Ну, если это третий какой-то план. Зачем? Они усложнят прочтение. Глаз будет метаться, смотреть и на дальний план, и на средний, и на передний. И если везде насыщено деталями, то просто человек потеряется. Дальше, собственно, что интересует? Обязательно ли строгая и правильная манера исполнения при обучении? Сам хотел бы побывать у вас на занятиях, возможности нет. Ну вот в том-то и дело, что не очень обязательно, потому что каждый из студентов, художников находится на своем уровне, и моя задача найти подход к нему, чтобы он со своего уровня, он может не самый нулевой, кстати, с нулевым тоже приезжать, а где-то довольно-таки высоко, шагнул еще на одну ступеньку. Поэтому-то бывают такие штуки, что вы видите, собственно, когда я показываю, как ученики пишут, что некоторые, им это интересно, идут, например, в сторону абстрактных решений. Я это приветствую, поскольку это развивает свободу. Вы научитесь сами писать. Я не смогу никого научить. Это дело ваше, каждого в отдельности. Я могу только указать на ошибки, что смотри, у тебя, например, светлее, чем то, а ты пишешь наоборот. Вот и все. Человек подстраивается и начинает
более внимательно считывать тональные отношения. Конечно, это базис, безусловно. Но кто-то хочет попробовать изменять эти тональные отношения. Я это тоже приветствую. Во имя целостности, во имя нестандартных решений. Важно, чтобы он видел это и умел это делать. Вот этот момент самый важный. Если ты не умеешь выстраивать тональные отношения и хочешь шагать уже там слишком далеко и изменять их, вот ничего не получится. Так что сначала база освоения грамотой. Друзья, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал, пишите вопросы, комментируйте. Это важно для развития канала. Близкий к этому вопросу Кораблев Михаил. Подскажите, где, по вашему мнению, грань между академической и декоративной подачей в живописи? Часто бывает, что при провалах в навыках художник занимается искажениями действительности. А иногда от профессионализма, наоборот, ищет новое и дают другую форму, тон и цвет. Могут ли эти вариации на мотив являться классической школой? Я думаю, что нет, поскольку вариации – это следующий прыжок в творчество, поиск некой выразительности. Но, опять же, повторюсь, тогда, когда вы умеете выстраивать тональные связи, вы можете, например, объединять их. Ну, скажем, собственная и падающая тень делайте одним. Там, конечно, есть разница, а вы делаете одним. Во имя того, что получается общее, проще, меньше пятен в картине, и это звучание – путь к открытию какой-то новизны, к которой вы даже и сами-то еще не привыкли. Хотя к новизне как можно привыкнуть? Что вы думаете, господа художники, расскажите на этот счет. Классическая школа, вариации. В общем, основа, конечно, тон. Безусловно. Тон, для тех, кто в первый раз, может быть, столкнулся с этим понятием, это светлота. Что светлее, что темнее. Для того, чтобы увидеть тон, нужно прищуриться сильнее. И тогда на сетчатку глаза попадает меньше света, и мы видим меньше. Художник видит меньше. Кажется, что больше. И он может разграничить весь видимый мир на какие-то простые составные, на 5, 6, там, ну, до 10 там, примерно пятен. И их закладывать, а потом в них уже выделять главное, подчинять второстепенное, об этом мы говорили.
В конце ролика будет прямая ссылка на 525 видео «Живописный первач». Вы увидите фрагменты написания одной работы в стиле ню.